Всем привет! Хотела подробно рассказать, как я добиралась до своего острова на Мальдивах. Для начала такая небольшая информация о том, что на Мальдивах около 1000 островов, но только около 200 действующие, куда можно попасть. Отель я выбирала очень быстро, потому что у меня было мало времени, я собралась за 2 дня, и поэтому в срочном порядке искала себе отель. Мой отель находится на расстоянии около часа от аэропорта Мале. Начну я по порядку. Прямые рейсы на сегодняшний день совершает компания Аэрофлот, в которой я и летела. Я пришла в турагентство, и мне все подобрали. У меня был прямой перелет. Летела я 9 часов. Я очень люблю летать ночью. Стараюсь выбирать именно это время в сутках, потому что я сразу же засыпаю, и полет проходит очень быстро. Заказывала я тур у тест-тура, но в итоге все равно, то есть тест-тур подбирал мне тур, а летела я от компании Biblioglobus, потому что только у них были перелеты. Когда я прилетела в аэропорт Мале, все было максимально быстро. Сразу же выкатили наши чемоданы, и, наверное, чемоданы все забрали в течение 20-25 минут. Паспортный контроль все очень быстро прошли. Ну, то есть вот из всех моих поездок, я летала много куда, это, пожалуй, самый максимально быстрый забор багажа, скажем так. Потому что всегда вот в этом моменте начинается такая, происходит пауза, когда я либо не могу найти свой чемодан, один раз кто-то перепутал, забрал мой чемодан, у меня всегда какая-то история с этими чемоданами, ну, либо просто долго приходится ждать, пока выезжает на ленту чемоданы. Я вообще хочу сказать, что от полета до уже остановки на моем острове, который я выбрала, было все просто предельно быстро. Это очень-очень здорово. Несмотря на то, что, конечно, были паузы, потому что нужно было собрать людей всех вместе, но тем не менее мне безумно это понравилось, что все было очень оперативно. Прилетела я в Мале, там меня встретил Biblioglobus. Встреча прошла очень такой формальный, потому что девушка с табличкой Biblioglobus просто сказала, что вы Вера такая-то, такая-то. Я говорю, да. И все, она меня передала уже молодому человеку, который говорил по-английски. И здесь очень важный момент. Наверное, еще и поэтому я записываю это видео, потому что если вы, вот, например, летите одна, как я летела, я неплохо, я не то что хорошо, но я знаю английский. Я какое-то время не ездила никуда и какие-то слова забыла. Уже в поездке я начала вспоминать. Но тоже иногда стою, и мне нужно время понять или вспомнить слово, как мне объяснить, что я хочу. Здесь нужно быть внимательным, и даже если вы не одна летите. То есть под такой момент, что когда вы прилетаете, вы остаетесь с англоязычным человеком, который по-русски ничего не понимает. Вам нужно внимательно слушать, что он говорит, потому что он говорит, что сейчас я вас отведу в кафе. Это была испанская сеть Коста Кофе. То есть мы вышли из аэропорта, прошли 5 минут и поднялись в это кафе. Он объясняет, что нужно будет подождать, пока соберутся все люди. Сидели там, все ожидали. Людей было не очень много, со мной была русскоговорящая пара. Молодой человек и девушка, и все, и больше русскоговорящих не было. Я просто держалась рядышком со всеми, и он говорил, что в такое-то время нужно будет снова вернуться в аэропорт и там пройти уже по выделенной полоске, где будет уже линия именно уже нашего острова. Вот такой момент важный. И когда мы уже пришли из Коста Кофе снова в аэропорт, там мы тоже сидели какое-то время и ожидали уже вылета. Не заснимала такие прям детали. Вот, и когда мы уже прошли вот по этой полоске, снова там зал ожидания, не очень большой, и все сидят и ждут, куда им идти. Некоторые подходили, спрашивали, они не понимали. И сидели мы, наверное, минут 15, ждали. Вот на билете внизу там написано, и это должно
вот этот вот аэропорт, в который мы снова должны прилететь. И он был показан на экране. И тогда уже все встали, те, кто летел в наш отель, и уже направились к выходу. Снова на посадку. После Мале я уже летела на маленьком самолете. Это внутренние самолеты на Мальдивах. Вот это вот компания. Утренний перелет. Посадка вся заняла очень маленькое время, потому что уже, конечно, летела на остров не так много людей, но не знаю, ну так в целом, наверное, может быть, человек 30 было, может, и уже предвкушала вот это вот состояние, когда ты видишь эти острова. А все это, конечно, с окошка сразу видела. Бирюзовый оттенок, вероятный цвет. Вот, все, и мы прилетели. Очень быстро прошел полет, где-то около минут 30. Раздавала девушка очень милые яблочки. Она несла их в корзинке и предлагали 2 раза соки, какие-то напитки, еще что-то. А потом мы сели, и там мы уже забирали чемоданы. После этого, как мы прилетели, там была встречающая сторона, стояли 2 голубых автобуса, и нас ожидали, пока мы все заберем уже чемоданы свои. Я свой чемодан вообще через 5 минут забрала. Мы погрузились в автобусы и доехали до катера. И на катере прокатились по воде минут 15. И мы попали на наикрасивейший остров. Вот так вот прошел мой полет. То есть в целом у меня полет мой занял со всеми остановками, ожиданиями. Мне кажется, все это вышло в 12 часов. Вот смотрите, я вылетела из аэропорта Москвы в 22:45. Прилетела я уже около 10 утра, я уже была в Мале, а в 2 часа дня я уже заселилась в свой отель. То есть еще классно было, что у меня в целом сохранился день, и такой, ну, практически полноценный день я все-таки провела. Я и покупалась, я, правда, и поспала, потому что устала, тем не менее. День и вечер я провела. Прямой перелет, естественно, дороже. Можно лететь около 15 часов с пересадкой там в Дубае, еще где-то. Но я так вот подумала, 15 часов перелет с пересадкой. Потом ты еще добираешься до своего отеля. Мне, кстати, предлагали отели, где там просто на катере 15 минут проехать. Но там кто-то пишет, что шумно на самом деле, потому что аэропорт рядом, еще что-то. Но я просто, на самом деле, отель вообще свой выбирала по другим критериям. Я хотела, чтобы он был такой, ну, живой в плане людей, тусовочный. Поэтому здесь для меня... С одной стороны, мне не очень хотелось добираться до отеля 45 минут, но все-таки весы в сторону своего отеля у меня перевесили. В целом, что 15 минут, что 45, здесь уже, как бы, мне кажется, ну полчаса вот вы выкроете, и все. Здесь я больше бы отталкивалась от того, если я хочу полететь в это место, если мне это нравится на картинках, когда я выбираю, то 45 и 15 минут, разница в 30, не знаю, мне кажется, что погода особо не сделает. Поэтому вот так, утомительно. Если в 20 лет я могла по 2 ночи там не спать, еще пойти куда-то потусить, сейчас уже я так к вечерком уже поняла, что уже можно и прилечь. А еще здесь важный же момент, когда вы улетаете. То есть вот я улетаю с утра, и если у меня прямой перелет, то я, соответственно, побуду здесь больше времени. А если это же за 15 часов, если мне только 15 часов с пересадкой обратно лететь, так это же я вообще целый день просто потеряю, который у меня входит в мой турпакет, в мой календарь, скажем так, когда я отдыхаю. Но все равно получается, как мне объяснили, что вы все равно теряете этот день. Вот на Мальдивах так вот. Я же даже не знаю, во сколько надо будет из отеля-то выехать ночью вообще, чтобы вот эти 15 часов, еще потом пересадка. Ну вот такая вот история.